Рада приветствовать всех любителей вязания. Прежде всего хочу поблагодарить всех зрителей моего канала за то, что вы смотрите, реагируете, оставляете комментарии под моими видео. Это очень приятно и стимулирует показывать вам еще больше красивых узоров, техник, элементов вязания, изюминок, которые присутствуют у некоторых узоров. И сегодня хочу вам показать вот один из таких узоров. На первый взгляд узор очень простой. Здесь используются 3 рисунка, 3 узора, ажурная дорожка, вот такой ажурный узор и жгуты. Но как некоторые узоры, особенно это касается японского вязания, они со своей изюминкой. И вот чтобы узоры плавно переходили один в другой, точно так из жгутов выходили в ажур плавно, вот здесь есть некоторые нюансы. Но об этом позже. Давайте просто его сейчас рассмотрим. Вот так он выглядит. Подходит он для пряжи средней и тонкой. У меня в образце я брала пряжу хлопок бамбук 280 метров и вязала на спицах 3,5. Но чем тоньше у вас будет ниточка, тем элегантнее, как и большинство ажуров, он будет выглядеть. Узор не очень эластичный за счет того, что здесь присутствуют жгуты. Ну, в принципе, он не очень и тянется и в высоту, этот узор. Если вязать от горловины, этот узор будет выглядеть вот так. Возможно, здесь будет логичнее, если от горловины начинать со жгутов, но это дело вкуса. Изнаночная сторона его вот такая. Идею этого узора я взяла из японского журнала. И первый нюанс, с которым я столкнулась, это, насколько я смогла посчитать по картинке, потому что схемы этого узора я не нашла. Здесь, там был жгут 3 на 3. Я попробовала провязать такой жгут, и у меня получилось вот на месте жгутов полотно очень стянутое. И вот эти ажурные узоры как бы выпуклые. Возможно, для некоторых изделий это будет интересно, но я планирую вязать тунику таким узором, поэтому мне хотелось более прямое, чтобы у меня получалось полотно. И я переделывала полностью вот эти части перехода с узора на узор. Схему я прикреплю ту, по которой вязала именно я вот этот свой узор. Чтобы перейти на жгут 3 на 3, я тоже вам это покажу или расскажу, как получится по ходу видео. Итак, приступим. Вот схема, как я уже сказала, по которой вязала я именно свой образец. Схема вроде бы как и несложная, каждый по отдельности узор вяжется очень легко и интуитивно понятно. Единственный нюанс в переходе от одного узора к другому, от ажурной части к жгутам. Раппорт узора составляет 20 петель в ширину и 26 рядов в высоту. Я для себя решила, что здесь никакая планка, никакой манжет не нужен, поэтому я здесь набирала петельки обычным способом и установочный ряд провязывала так, чтобы, когда начну вязать первый ряд узора, у меня уже были петельки сформированы, потому что в этом узоре идет комбинация изнаночных и лицевых петель, и мне не очень нравится, когда вот в этом месте с лицевой мы переходим
на изнаночную без всякого предупреждения. Вы вяжете, как вам нравится и как вам удобно. Вязание – это вообще творческий процесс, каждый к нему подходит, как это видит для себя. Итак, установочный ряд. Набор петель, повторюсь, обычным классическим способом я петельки набрала. Первая кромочная петля, далее лицевая петля, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, далее 3 изнаночные, 2, 3, 1 лицевая и симметрично 3 изнаночные петли, 2 лицевые, 1, 2, 4 изнаночные, 3, 4, 1 лицевая и кромочная петля. Я буду провязывать один раппорт узора. Вот он идет, один раппорт узора. Вот такой квадратик. Поэтому для своего образца я набрала 23 петли, 20 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Об этом сказать упустила сразу. Итак, теперь мы вяжем первый ряд нашего узора. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная. Вот 4 лицевые петли. Здесь мы будем формировать вот эту ажурную дорожку. Таким образом, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, вот так он выполняется, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, так как в этом узоре скрещенных петель нет. Далее 2 изнаночные петли и выполняю центральный вот этот ажурный рисуночек. Для этого я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, изнаночная петля и симметрично накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Все мы вяжем по-разному, просто следите, когда вы провязываете 2 петельки вместе, чтобы у вас не получались петли скрещенными. 2 изнаночные и заканчиваю раппорт узора ажурной дорожкой. 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо. Вот таким образом. Далее идет петля симметрии, изнаночная в данном узоре и кромочная петля, которую я провязываю лицевой скрещенной. Провязывая лицевую и изнаночную скрещенные, получается вот такая кромка, такая косичка, которую очень легко потом сшивать, и получается кромка и шов сам незаметный. Четные ряды в большинстве случаев провязываются по рисунку, кроме некоторых рядов, где выполняем переход и сам жгут. Один ряд я второй покажу. Те ряды, которые четные, я не буду показывать, они вяжутся точно так же, просто по рисунку. Кромочная петля, лицевая, изнаночная петля. Вот у нас двойной накид. Сначала мы провязываем его лицевой скрещенной, далее второй накид изнаночной петлей. Далее изнаночная идет, 2 лицевые, изнаночные 3 петельки, накид в рисунке провязываю изнаночный, тот, который один накид, вот в этом ажуре. Лицевая, накид изнаночной провязываю, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и опять провязываю ажурную дорожку с двойным накидом. Изнаночная петля. Первую петельку провязываю лицевой скрещенной вот таким образом.
вторую изнаночной и еще одна изнаночная. Лицевая на изнаночной стороне – это петля симметрии, кромочная петля, изнаночная скрещенная. Третий ряд. Кромочная, одна изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо. Вот эту петельку я не трогаю, она у меня изнаночная, смотрит правильно в моем случае. А вот лицевую я поменяю дужки, чтобы первая дужка смотрела на меня. Возвращаю и провязываю как 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, изнаночная петля, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо. Вот когда вы провязываете вот этот узор, у вас, чтобы не запутаться, где накид, где 2 вместе, в какую сторону, 2 вместе всегда смотрят на накид. Просто это вот такой момент, который я для себя отметила. Далее 2 изнаночные и еще 1 ажурная дорожка. 2 вместе с наклоном влево, двойной накид и 2 вместе с наклоном вправо. Заканчиваю ряд петлей симметрии изнаночной и кромочной, а вы провязываете то количество раппортов, которое вам нужно. Пятый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Они смотрят на накид. Изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Заканчиваю ряд изнаночной петлей и кромочной. 7 ряд. Кромочная, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо. И провязываем симметрично. Изнаночная петля, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной петелькой. 9 ряд. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. На протяжении всего вязания обращаем внимание, чтобы петельки не получались скрещенными. 2 изнаночные петли,
2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо. Я закончила раппорт узора. Заканчивается ряд одной петлей симметрии изнаночной и кромочной петлей. 11 ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Изнаночная — это петля симметрии и кромочная петля. 13 ряд. Кромочную переснимаю. Далее 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные петли, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная петля и симметрично 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная — это петля симметрии и кромочная петля. 15 ряд. Здесь в 15 ряду мы делаем переход между ажурной частью и рельефной частью. Здесь жгуты у нас идут. Для этого мы вяжем следующим образом. Кромочную я просто снимаю. 1 изнаночная. Далее из вот этой протяжечки я провязываю изнаночную скрещенную. Вот таким образом. Провязала. Далее у меня идет ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные петли. И вот смотрите, петельку мы здесь одну добавили. Нам нужно где-то ее убрать, чтобы количество петель осталось неизменным. Для этого вот в этой части ажурного узора я сокращаю накид. То есть я провязываю 1 лицевая и сразу 2 вместе с наклоном вправо. Вот количество петель теперь у нас осталось неизменным. И вяжу симметрично. Изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Все. Далее 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И добавляю петельку, чтобы у нас количество их оставалось неизменным. Вот из этой протяжечки я ее поднимаю и провязываю изнаночной скрещенной, чтобы не было ненужных дырочек. Вот я ее провязала. И еще 1 изнаночная, это уже петля симметрии у нас идет, кромочная. 16 ряд я провяжу вместе с вами, так как здесь мы будем, во-первых, вводить в работу вот эти набранные петельки. И маленький нюансик, когда я вяжу жгуты больше, нежели
2 на 2, в некоторых случаях 3 на 3 я вяжу обычным способом, но жгут 4 на 4 я всегда выполняю следующим образом. В изнаночном ряду перед вот этим переплетением между петельками я делаю дополнительный накид. Итак, 16 ряд, кромочная, 2 лицевые, скрещенную изнаночную мы провязываем лицевой. Далее у нас изнаночная. С первого накида лицевая скрещенная, далее идет изнаночная и еще одна изнаночная петля. Это мы провязали 4 петельки нашего будущего жгута. Далее я делаю дополнительный накид, чтобы не было, когда мы делаем переплетение, нигде стянутости ненужной нам, и жгут выглядел более объемным за счет этого. Следующие 4 петли жгута я провязывать буду все изнаночными петлями. Вот у меня идет здесь 2 лицевые, 2 изнаночные, но я их в этом ряду буду провязывать изнаночными. 2, 3, 4. К первому жгуту мы готовы. Лицевая петля. Далее 4 изнаночные, 2, 3, 4. Накид и следующие 4 петли. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная и еще одна изнаночная. Далее идет лицевая петля. Вот я закончила провязывать раппорт узора. Следующая лицевая — это уже петля симметрии, которая выполняется только в конце ряда. И кромочная, изнаночной, скрещенной. В следующем лицевом ряду мы выполняем вот это переплетение. Первое. Кромочная, 2 изнаночные петли. Далее 4 петельки я переношу на дополнительную спицу. Если вам удобнее вязать без дополнительной, вяжите как вам удобно. Мне больше нравится с дополнительной спицей, а вообще, если честно, то больше всего для меня удобна обычная шпилька для волос. Но для эстетики я взяла дополнительную спицу. 4 петли я перенесла на дополнительную спицу. Вот этот накид я просто сбрасываю и провязываю, не растягивая петельки, 4 петельки жгута. Вот 4, я их провязала. Далее с дополнительной спицы возвращаю на рабочую спицу петли. Кто-то вяжет с дополнительной, это кому как удобнее. И провязываю еще 4 лицевые. Вот здесь, когда мы провязывали двойной накид, у нас идет изнаночная петля. В этом ряду мы ее провязываем лицевой. И она плавно тогда будет переходить, и вот этого узелочка изнаночной в изделии видно не будет. И 8 лицевая петля жгута. Далее 1 изнаночная. И формируем жгут в другом направлении. Первый у нас смотрит влево, второй будет смотреть на правую сторону. Перенесла 4 петельки на дополнительную спицу, оставила их за работой и провязываю 4 петли жгута, стараясь не растягивать петельки и не оставлять больших протяжек, чтобы все выглядело аккуратно. Здесь вот эту изнаночную, которая из двойного накида, я также провязываю лицевой. И 4 лицевая. Возвращаю 4 петельки на основную спицу и провязываю их
также поочередно. Смотрите, чтобы у вас они не перекрутились и все с изнанки тоже было ровно и красиво. Одна изнаночная. Это я закончила провязывать раппорт узора. В конце ряда идет одна изнаночная петля симметрии и кромочная петля. Изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. С 19 по 23 ряд мы будем провязывать также по рисунку. Здесь будут у нас только лицевые и изнаночные петли, никаких сложностей нет. И встретимся с вами в 24 ряду. В 24 ряду будет единственная особенность. Это то, что посерединке нашего будущего переплетения жгута я буду делать дополнительные накиды. Но еще раз это покажу. Возможно, начинающие мастера не всегда со слов могут понять, о чем идет речь. Итак, 24 ряд. Кромочная, 2 лицевые, 4 изнаночные, накид и оставшиеся 4 изнаночные петельки нашего жгута. Лицевая. Второй жгут, неважно в каком направлении он будет, делается точно так же. Я провязала 4 петельки изнаночные, далее накид и еще 4 петли. Лицевая, я закончила раппорт узора. Петля симметрии и кромочная петля. В 25 ряду мы делаем еще одно переплетение. 2 изнаночные, 4 петельки я переснимаю на дополнительную спицу, накид сбрасываю, ничего на этом этапе не растягиваю и не поправляю. Стараюсь без лишних протяжек плотненько провязать 4 лицевые петельки. 3, 4. Возвращаю на рабочую спицу 4 первые петли жгута и также провязываю их лицевыми. Изнаночная и второй жгут я вяжу с наклоном вправо. Для этого я 4 петли переснимаю на дополнительную спицу, оставляю их уже за работой. Сбрасываю накид и провязываю без дополнительных каких-либо протяжек 4 лицевые. Вот за что я не люблю дополнительные спицы. Они мне мешают. Возвращаю на рабочую спицу 4 первые петельки и провязываю их. 1, 2, 3, 4 и изнаночная петля. Я закончила провязывать раппорт узора. Петля симметрии и кромочная петля. В 26 ряду делается переход наоборот от жгута к ажурному узору. То есть у нас вот здесь вот было 3 изнаночные петли. Нам нужно выйти красиво на одну изнаночную. Как я это делаю? Кромочная петля, это 26 ряд. 1 лицевая. Теперь я вот эту лицевую и изнаночную меняю местами так, чтобы у меня изнаночная это осталась с изнаночной стороны. То есть я вот эту петельку провязываю изнаночной,
Теперь поднимаю первую петлю, провязанная петля за работой, и вот эту лицевую также провязываю изнаночной. Все, я их поменяла местами, теперь здесь будет все у нас красиво. Далее идет 6 изнаночных, 7. Мы же одну только убрали с этой стороны. 1 лицевая, 7 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот эти петельки я тоже меняю местами. Мне нужно, чтобы вот эта лицевая была поменяна местами, при том, что изнаночная должна остаться у меня с лицевой стороны. Это я делаю следующим образом. 2 петельки переношу на правую спицу. За работой подхватываю первую петлю, а перед работой вторую. Здесь у нас был жгут, поэтому аккуратно, чтобы вы не спустили петлю. И поменяла их местами. И провязываю эти 2 петли скрещенные изнаночными. 1, 2. У меня осталась 1 лицевая петля и кромочная. Вот что у нас с вами получилось. Давайте я с вами провяжу еще первый ряд, чтобы вы увидели переход сам, а потом покажу, если кому-то интересно, как переходить на жгут 3 на 3. Итак, первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные петли, 1, 2, 2 вместе, лицевая, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные, 1, 2 и ажурная дорожка, 2 вместе с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе с наклоном вправо. Изнаночная — это петля симметрии и кромочная петелька. Вот что у нас получается. Вообще узор очень интересен, так как его можно обыгрывать как вам захочется. К примеру, провязать 3 или 4 раппорта ажура, потом линию талию выделить жгутами и продолжить вязать именно узором, полным раппортом. Рукавчики, к примеру, пустить тоже вот только ажурные. Можно тунику, как я это буду делать, я провяжу просто в тунике 2 раппорта вот этого узора, чтобы как бы подчеркнуть низ изделия, и далее я просто пойду вязать узором этим. Рукавчики у меня будут короткие, поэтому они будут вот у меня 1,5 раппорта, скажем так, в высоту. Ажурный, жгуты и только ажурная часть. Но это кому как нравится. И вот для тех, кто хочет выделить линию талию, будет очень актуально перекрещивание вот это, чтобы жгут был 3 на 3, более стянутым, а юбочка более свободной. Итак, первые 14 рядов вяжутся точно так же по этой схеме. Единственное отличие — это убавки и прибавки. Как убавляется количество петель для жгута 3 на 3. Кромочная, изнаночная, 1 скрещенная изнаночная из протяжки. Здесь пока без изменений. Далее мы провязываем 2 вместе, лицевой с наклоном влево, делаем 1 только накид
и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Вот эти 2 изнаночные мы провязываем также вместе одной изнаночной петлей. И вот в самом рисунке мы также убираем накид. То есть лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная из протяжки. Петля симметрии изнаночная и кромочная петля. И вот смотрите, сейчас расправлю. Вот у нас здесь получится 3 изнаночные, 2 изнаночные и 1 изнаночная в конце раппорта. Далее вот наш жгут, 3 петельки первые, это верхняя часть, чтобы вот внешний вид у нас оставался такой же. Вот это 3 петли. И вот остаются еще у нас 3 петли жгута. Вот так, таким образом мы делаем сокращение. Как мы выходим из жгута? Из жгута выходить очень просто, намного проще, нежели при 4 на 4 косички. Вот здесь мы провязываем не 2 вместе и двойной накид, а просто 1 лицевая, двойной накид, 1 лицевая. И далее пошли по рисунку. Это касается только первого ряда лицевого, когда вы выходите из косы. То есть выход там намного проще. Не нужно делать никаких убавлений по изнаночной стороне. Но предупреждаю, что полотно будет у вас вот так стянуто, потому что мы убираем по 4 петельки в каждом раппорте. И в зависимости от того, какая ширина и сколько раппорта вы провязываете, соответственно, это убирается, это количество петель. Плюс к тому, что жгуты более стянутый узор, нежели ажур, полотно реально получается вот такой красивой юбочкой. Это все на любителя. Надеюсь, узор вам понравился, мои объяснения были понятны. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале!